1983 году по причине низких продаж BMW действительно хотела заменить свою линейку боксерских мотоциклов с воздушным охлаждением, которые существовали с тех пор, когда еще динозавры бродили по земле, но во всяком случае аж с 1923 года. Так появилась новая модель К100 по прозвищу «Летающий кирпич» из-за своего плюхнувшегося на бок двигателя, которая быстро стала популярной. После чего специалисты отделения Motorrad на BMW задумались о возможных направлениях дальнейшего расширения модельного ряда мотоциклов со схемой 4 в ряд. Однако проект 1300-кубового двигателя не был доведен до конца по причине излишнего веса и дороговизны силового агрегата. Поумерив свой пыл, инженеры решили обратиться к трехцилиндровому двигателю средней кубатуры впервые в истории BMW, выкатив в 1985 году модель BMW К75. Помимо обычной модели на рынке были представлены и дополнительные версии RT с туристическим обтекателем и кофрами и спортивная S-версия. S-ка отличалась полуобтекателем, выполненным в спортивном стиле со встроенными поворотниками, а также квадратной фарой. Помимо этого модель имела более низкий руль и более зажатую короткоходную подвеску. Эти изменения были призваны подчеркнуть спортивное стремление S-версии. И на самом деле К75S был гораздо более отзывчивым и точным на извилистых дорогах, чем обычная версия, которая была настроена на комфорт. За основу К75 была, конечно же, взята модель К100. Многие детали можно было использовать для обоих вариантов, но утверждение, что эти мотоциклы отличаются только отрезанным цилиндром, неверно. Во-первых, у двигателя К75 немного другие камеры сгорания, что повысило степень сжатия до 11 к 1. Отсюда и более высокое требование к топливу. Также немного другое зажигание и подача топлива. Даже подвеска немного, но другая. Имея много общего, двигатели, однако, имели разные особенности и проблемы. Относительно проверенный четырехцилиндровый мотор, лишившись одного цилиндра, приобрел значительные вибрации. Проблему удалось частично решить благодаря установке двух массивных маховиков на балансирном валу и еще кое-каких технических ухищрений. Также примечательно то, что некоторые проблемы ранних К100 никогда не появлялись на К75. Это, наверное, потому, что мотоцикл был готов раньше, но, видимо, специалисты BMW предпочли сначала избавиться от детских болезней, преследовавших старшую К100, а уж затем пустить его в серию. Вообще преимущества решения убрать один цилиндр были налицо. Это компактный размер мотора и при этом его достаточная мощность. Горизонтальная трехцилиндровая силовая установка с рабочим объемом 740 кубических сантиметров выдает 75 лошадиных сил мощности и 68 ньютон-метров крутящего момента. Мотоцикл был оснащен передовой инжекторной системой впрыска топлива Bosch Legetronic и не менее передовой электронной системой зажигания от того же производителя. Привод по традиции осуществляется карданным валом. Коробка передач имеет 5 ступеней. Дуплексная рама мотоцикла отличалась от К100 утолщенными передними трубами и завершается коробчатым алюминиевым маятником монолевер. Спереди телескопическая гидравлическая вилка. Снаряженный вес модели составляет 227 кг. Цифра такая большая из-за довольно вместительного топливного бака на 21 литр. Тем не менее, мотоцикл способен развивать максимальную скорость до 200 км в час. От 0 до сотни байк разгоняется за 4,5 секунды. Средний заявленный расход топлива 6 литров на 100 км пути. Goodbye.
В зарубежных странах успех К-75 был намного выше, чем у себя на родине в Германии, где больше предпочитали старшую версию. Однако в странах, где существуют жесткие скоростные ограничения, К-75 оказался предпочтительнее. По этой причине примерно лишь 1/5 часть всех мотоциклов остались в Германии, а все остальные были отправлены в основные страны экспорта – это Испания, Франция и США. И так вышло, что К-75, производившийся до 1996 года, продержался на рынке дольше, чем К-100. Всего было произведено 18 485 штук, поэтому модель относительно редкая.